А перед началом давайте прочитаем описание. The Stanley Parable — это игра исследования от первого лица. Когда простой офисный сотрудник по имени Стэнли понимает, что все его коллеги таинственным образом исчезли, но и он отправляется на поиски ответов. Вы сыграете за Стэнли и не сыграете за него. Вы будете делать выбор и будете лишены выбора. Игра закончится и никогда не закончится. Здесь парадокс строится на парадоксе, а правила игры меняются и нарушаются снова и снова. Победить здесь нельзя. То есть, это игра, которая бесконечно меняется. Тут можно играть как 10 минут, так и 2 часа, так и сутки. Поэтому тут это просто бесконечная игра, в которую можно играть снова и снова. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Данил X. Сегодня мы начинаем прохождение игры The Stanley Parable. Заходим. Как бы игра по описанию, там вообще написано, что это, это не будет прохождение, но мы, короче, сейчас будем ее начинать играть. Я не знаю, в чем будет прикол игры, в чем суть, но мы начинаем. Выберите язык игры и субтитров. Выбираем русский. Подтвердить. Вы уже играли? Нет, мы не играли. Перетащите ползунок, пока ваш компьютер не будет едва виден. Как понять? Так что? Короче, оставляем так, ладно. В текущее время. Так, у нас время 21:45. Я поздновато записываю, конечно. Что это? Окей, погнали. Вы запустили The Stanley Parable Ultra Deluxe, короче. Ага, о, нифига, смотри. Компьютер в компьютере, я в офиге. Давай посмотрим. Почему я говорю, как будто бы я с кем-то одним человеком разговариваю? Я должен говорить для всех. Так, нажмите, чтобы пропустить. Тут, короче, я так понял, этот рассказывается о самом работнике. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Ой, как пропустить-то? Нет, это закончилось. Что? Давай быстрее. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived. Не, ну подумаешь, инструкция не пришла. В принципе, можно и посидеть, отдохнуть, чё, ну. Это же, в принципе, нормально. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, как пропустить? Да, я устал уже читать. Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Это чё, мы, да? Как открыть? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Капец, просто в окно даже посмотреть нельзя. Ё-моё. Тут закрыто. А куда все делись на натуре? Тоже закрыто. Тоже закрыто. Здесь тоже закрыто. Здесь тоже закрыто. Здесь тоже закрыто. Здесь тоже закрыто. Да вообще. Влево. Тоже закрыто. Да ёкарный ты чебурек, что все закрыто-то, а? Смысла, короче, проверять нету.
Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Давай наверх сходим. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Тоже закрыто. Да вот чё, чё все закрыто? Да ё-моё. Чё тут с компьютер? Я думал там Майнкрафт запущен. Мои стримы какие-нибудь стоят. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Ну, вообще по случайной, по случайной случайности я вел, да. Да, а что тут? О боже. Что это? Такое чувство, как будто это хоррор игра, но это не хоррор нифига. Сейчас какой-нибудь монстр, прикинь, появляется, тут вообще капец будет мне. Блин, если хоррор будет, это не очень хорошо. У меня время 21:50. Без 10:10 по моему времени. Я снимаю этот ролик вообще вечером. Ну как вечером? Почти что сейчас у меня скоро ночь будет уже. Уже есть ночь. Я снимаю ролик. Оп, погнали. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Опять темно, просто опять темно. Как мне здесь да? Что это? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Вот это телевизор. Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Опять ничего не нажимается. Что дальше? Там еще один мост стоит. Now the monitors jumped to life. О боже, что это? Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Дальше мост появился. Не, вот со стороны, блин, если я бы в реальности остался, например, вот так вот, один, то это было бы вообще капец. Одному это очень сильно скучно. Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. Чё везде так одинаковые надписи? Min control status offline. Оффлайн значит выключен, да? Или нет, онлайн. Короче, что-то тут, короче, не так. Что делать-то? Что мне делать надо? Я только начал играть.
Блин. А вот, ну вот здесь же вот та кнопочка, да? Куда идти-то? А я не понимать немножко. Она не прожимается. Капец. Вот еще кнопка. Пятерка. Может, мне надо вообще сюда? Я не знаю, правильно ли это. Возможно, это и неправильно. А, все. Ну вот и все. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Да, игра, конечно, ну я не знаю, насколько даже. Серии на 3, наверное, выйдет. Я так думаю. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been. Не, ну могли хотя бы побыстрее ступеньки сделать, а? Ну, No блин. longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. Да ладно, это выход, да? Все. The only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ну да, так и есть. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation. Ну, короче, реально тут пропусков нет вообще. Здесь нельзя никак пропустить ничего. This was exactly the way Долго, конечно, это будет. right Ну now ладно. that things were meant На to серии happen. 3, я так думаю, выйдет. 3 серии уж что, поснимаем, ничего страшного. Я просто не могу понять сюжет этой игры. Как бы сюжет... поначалу, если посмотреть, что только что было, как бы сюжет этой игры в том, то, что один Стэнли остался, а все куда-то потерялись. И чё это? Опять я тут? О, это мой компьютер. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Я прохожу заново. Сейчас там пойду, там будет левая дверь, я в левую дверь захожу, да. When Stanley came to a set of two Да, open увидев эти doors, двери, он he нашел в entered the левую. door on his left. А почему в левую? Я хочу... Она закрылась. Надо было в правую зайти. Yet there was not a single Потом в person начале here. ролика я сделаю, короче, там описание этой игры. Stanley decided to go up to his Я boss's покажу, в office. чем Coming как to бы a суть staircase, игры это была. Stanley walked upstairs to his boss's office. Опять будет сейчас Stepping замок, into да? his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of Два... any human Сейчас я life. забыл. Я What забыл could it код. mean? Stanley wondered aloud to 28, nobody. 48? He began wildly tearing through 20. papers on the Блин, я boss's забыл. desk, 28. pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate 28, for 46, clues to нет? his situation. Да, все правильно. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose Открывай be? мне, давай хату. In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra Ну, secret я забыл опять. number. 28, 46. А, 45. 45. But of course, Stanley couldn't possibly. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Вот опять, да, вот опять это He начинается stepped into вещь. the newly opened passageway.
Но мне же надо было... Это что? А мы до этого куда ехали? Здесь вся игра, короче, сделана так, как-то она непонятно сделана. Да, опять этот комплекс. Сейчас будет 3 опоры вот этих, на которые мы тут ходили. Я же только что то же самое делал. Сейчас на каждом телевизоре будет опять номер этот вот. Вот мост появляется. Что не так-то? Почему мы проходим сюжет как бы по заново? Даже, я говорю, это даже не сюжет, это... А, не понимаю. Где у нас 4? У нас какой 400, какой-то там номер? Я забыл. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Как так-то? Сейчас ко мне лифт приедет. Где лифт? Он едет. Он из ниоткуда появляется, он, да, появляется. Оп, и стол появился. Давай, поехали, наверное. А, о, здесь которая лабу работает, кстати. Какая лампочка страшная, как будто не знаю. Сейчас здесь опять будет вперед пройти, там компьютеры будут, да? Вон оно, повар. Поцелуйте или что там такое. Я за английский не шарю. Извиняюсь, если что. Короче, тут питание сейчас мы тут выключаем, опять будет темнота и все, и... Все, короче, все кончилось. Систем повар, а если нажму он? Вот. Я нажал он, вся игра поменялась. Ё-моё. Почему нельзя больше взять офф? Пластички. Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. This machine is activated without proper DNA identification. Nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. What all this means, I barely know where to start. А все, не, я не успел. Сколько? Минута 27. 5. Надо по компьютеру смотреть, тут какие-то циферки появляются. Давай быстрее, я нажал 5. Да что не так-то? Зелен? А, нет, все, это нереально. Что не так? Да не, все это смерть. Короче. Смерть в игре. А, здесь тоже таймер. Не, все это фиаско, короче. Меня очень, ну как-то так, чуть-чуть напрягает вот этот голос актера. Осталось 34 секунды, ну все, нет, это смерть.
Еще добавил 1 минута 20. Что? Где? Почему опять на компьютере не показывает? Нажми 2. И ищем двойку теперь. Эти компьютеры, короче, не работают, они сказали. И нафиг. Ладно. А где двойка-то, а? Куда двойка потерялась? Не, все, я, мне кажется, не торопюсь. Двойка, двойка, двойка. Оба. Что? А что не так-то? Все. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made Что не так-то? Я же какие-то кнопочки тыкаю. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first. Goodbye. Ну все. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending. Страшно, страшно, мама, страшно. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? На всех компах все. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment you fade in until the moment I say. Один. Бам, просто белый экран, черный экран, и мы, короче, выключились. Вот, опять мы появляемся тут. Сейчас, мы, короче, бежим. Все коллеги пропали туда-сюда, я это знаю. Я хочу сделать одну такую интересную вещь. В начале видео я поставлю как будто бы дисклеймер, и там будет написано, почему все это меняется. А теперь я хочу зайти в правую дверь. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Я не хочу туда, я пойду прямо. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Вот, теперь мы тут находимся. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Предлагаю сделать одну тактику. Really, I'm not. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Опять появляемся мы тут. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Это даже не прохождение этой игры, это, ну, я не знаю даже, как это назвать. Я даже не знаю, как название ролика придумать. Непонятно просто, реально. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Пойдем опять сюда. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Давай мы опять пойдем сюда. Look, Stanley, I think perhaps we've Куда нас опять поведет? Просто прямо и должен наверх поднять. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you. Но учти, вся эта история крутится исключительно вокруг тебя. Вот. Здесь как бы все по-разному тут, короче, можно. Теперь здесь все наоборот можно делать. Тут без разницы, ты как делаешь, так делаешь. И все? Черный экран. Это, короче, смерть и все на этом.
Это просто получается мини-игра, в которой непонятно что делать. А чё, где? Все, просто черный экран и... Что это? Почему? У меня просто черный экран. Сколько это будет длиться по времени? Я в игре. О! That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out. Алло, мама звонит. Это что? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. Сейчас что-то будет. All Вот right, now, я I want you to чую. come in and tell me all about О боже. Что это такое? Come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to Боже, you? что I'm это trying to make a point такое? here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Она This is a very sad story about из the death пластика. of a man Серьезно? А named чё? Stanley. Табуретка стоит. Ой. Доброе утро, сотрудник 427. Нажмите на G на своей клавиатуре. Оба, нажал. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of А him. что это? Что за Every button that табуретка he кривая pushes какая-то? is a Стол. reminder of the А чё тут я не могу туда inconsequential залезть? nature of his existence. Вот это что за пластиковая, мадам? Как это? Пластиковая просто. F Look at him нажмите. there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Вы посмотрите. А, ну Pushing a button. Now, вот he's он eating нажимает на lunch. кнопку, теперь обедает. Now, he's going home. Now, he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Капец, а как так? Я нажму G. Ну, нажми что-нибудь другое, пожалуйста. Я не хочу нажимать. Откройте меня, я выйти хочу. But in his mind, in his Ну, mind, здесь, he короче, drew on fantasy если не нажимать кнопки, то тут ничего не But вообще не behind произойдет. his desk, Stanley dreamed of wild expeditions Что into за the столом? Я что за столом unknown, сижу? Стол fantastic там вообще... discoveries of new lands. Это как? It was Стол под wonderful. столом. Ну ладно. And each day Это that he игра. returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Нажмите М, чтобы посмотреть ТВ. Телевизор? And so he began to fantasize about his own job. А что опять? First, he Вообще imagined дайте that one day что-нибудь one of поинтереснее. Что это такое? on his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought Напишите в excited комментах, him что бы вы сделали, если бы вы остались одни на земле. Например. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Нажмите L. As he Нажал. wandered through this fantasy world, Что he это? began to fill it with many possible paths and destinations. Down Куда one кухня path пропала? led an enormous round room Я без кухни. with Чё, levers как and я готовлю? controls. Чё мне... And down another was a yellow line that weaved in many Что мне тут directions. делать? And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Каким детям? It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing Просто beyond hope that it пластиковая would never мадам. end, that he might always feel this free. Surely there's an answer там? down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Что, опять все But there is сначала? no answer. How could there possibly be? In Все. reality, all he's doing is Опять pushing the этот same компьютер buttons he стоит. always has. Только Nothing has прохода нет. changed. The longer he spends here, the more invested he Боже. gets, the more he forgets Это что, which life is точилка, the real тут one. 427, тут чайку. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me.
He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Не нажимай. А что мне тогда делать, если я не нажму? Если я не нажму, то все равно она не пропадет. Я типа вот давай нажмем что-нибудь, там, не знаю, давайте L, давайте К, давайте N, M, там, не знаю, давай Z. А, я случайно Z нажал. Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? Он сам убивает себя. Нет, это просто игра такая, я не понимаю. Опять. Теперь у нас вместо двери просто появилась дверь какая-то. Природа. Когда какие-то даже другие игры, что это, умрите. Все. Что это такое просто? Умрите просто и все, и помер наш персонаж. Как эту игру играть? Я не понимаю. And Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Не, как бы мы сейчас померли, но при этом я не пойду опять влево, я хочу пойти вправо. Тут, ну, это как головоломка, тут очень сложно играть. Не то что сложно, тут все меняется на ходу. Вот, например, я сейчас щелкну пальцем, там, не знаю, я захочу попить воды, там, или еще что-нибудь такого. Все на ходу меняется. Что это? Я могу пойти как прямо, я могу пойти туда. Давай пойдем туда, например. Это просто головоломка какая-то. Остальные не захотел, не хотел. А все, я опять все закрылось. Что дверь не открывается? Вот этот гараж. Тут тоже все не открывается. Какие-то коробки. О, дверь открылась. Да что? Вот сейчас вот эта дверь откроется, по-любому, я думаю. Вот это может открыться, вот это может открыться. Вот эти двери нет, вот с этой я вошел. Мы пошли направо, налево, вниз, налево, направо. Значит, мне надо пойти налево. Почему мне так страшно? Такое чувство, как, блин, такое чувство, как будто хоррор играешь, что-то не знаю. И опять мы вышли сюда. Первый игрок. Все, опять дверь закрылась. Вот сейчас скажу откуда. Я не знаю даже откуда я заходил. Боже. Все, опять все сначала. Да капец, как это так? Так, я вообще предлагаю заканчивать этот видеоролик, потому что, блин, ну бесконечно играть в нее тоже не получится, потому что, блин, тут все на ходу меняется, все на ходу. В принципе, ну это не будет как прохождение, это будет, ну, я даже не знаю, как это назову. Поэтому, в принципе, ее можно на стриме будет гамать, но постоянно играть в нее тоже неинтересно. Ну тут сюжет, короче, каждый раз, короче, сюжет разный. Поэтому все, кто смотрел, всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайкосики, пишем комменты.